Всем привет! Я вам сегодня хочу рассказать о своей работе, которую я начала. Давно на нее смотрела, давно хотела, но все меня как-то останавливало. Такой объем работы, и мне кажется, все это было очень трудно, очень-очень масштабная работа. Ну, в общем, пока тепло, пока светло, я решила, мужа попросила, чтобы он мне сделал раму. Потому что скоро зима, осень, и уже будет некомфортно это делать. Поэтому сделала сейчас. И я, конечно же, решила, раз уж есть рама, будем, значит, работать. Пока на дачке тепло, светло. Такая красота, погода в сентябре. Просто чудесненькая. В общем, я тут творю. Начнем с того, что... Так, как я сказала, мужа попросила сделать раму. Здесь у меня метр. Здесь 80 сантиметров вот эта дощечка. Так, метр на 80. Но когда начала вбивать вот эти вот гвоздики, между гвоздиками у меня по 4 сантиметра, выяснилось, что вот это вот расстояние у меня остается каким-то неправильным. Также и с этой стороны. Так что имейте в виду, допустим, делайте вот эту реечку не 80 сантиметров, а так, чтобы у вас она была четная 4. Так же, как и вот здесь. И плюс имейте в виду, что вот это вот место тоже нужно как-то вот здесь вот у меня 4 сантиметра. У меня вот этот гвоздик должен был быть вот здесь начинаться и идти и закончиться, ну, наверное, вот здесь вот этими 4 сантиметрами, чтобы здесь вот тоже было 4. В общем, имейте это в виду, что нужно высчитать. Не просто вот, как я, метр на 80 сделала, потом ее сшила, и в итоге у меня получилось все сикость-накость. Но в любом случае я сделала все, как бы, вот этот не задействовался у меня гвоздик. Сделала. Главное, чтобы вот эти 4 сантиметра совпадали с 4 сантиметрами внизу. Вот этими. Чтобы вот, когда при намотке у нас были эти все самые ровные квадратики. Так же, как и здесь. Вот отсюда вот расстояние до гвоздика. И здесь расстояние до гвоздика должно быть одинаковое. Иначе у нас все должно перекосить, соответственно. Вот. Раму мы укрепили вот такими вот уголками металлическими. И укрепили ее еще... Сейчас у меня ножницы упадут. Вот с этой стороны мы еще ее вот здесь вот укрепили дополнительно вот такими вот уголочками. Смотрела много видео на YouTube, и там как бы рекомендуют укреплять раму хорошо. Вот. Дальше. Так, про раму рассказала. Так, дальше гвоздики. Гвоздики примерно 7 сантиметров. Вот этот гвоздик. Плюс я купила новые гвозди. И если у вас будут тоже новые гвозди, их нужно протереть. Я вот, ну, как бы, там ничего сложного. Просто перчатками вколачивала и тут же их протирала. Потому что они в масле смазаны и могут испортить пряжу в процессе работы. Так, следующее. Нитка. Нитку, которую рекомендуют в интернете, я вот сколько видео смотрела, где-то 500 метров на 100 грамм. Я взяла, у меня только не было, я взяла нить вот такую. Лежали у меня Lana Gold 800. В ней 800 метров на 100 грамм. Как-то не видно. Сейчас. Камера не ловит. В общем, 800 грамм на 100 грамм. 800 метров. Шерсть акрил. Я взяла 2 мотка вот такой пряжи и смотала их в единый рулон. В один моток. И этим мотком я потом наматывала. Все, у меня все в 2 нитки получается намотано. Вот они, 2 ниточки. Начало завязала здесь. И вот так вот пошла. И начала вязать горизонтальной линией. Через гвоздик. И туда-сюда вот так вот до самого конца дошла. Шла. Дошла до конца, вот здесь вот развернулась. Вот эти гвоздики мне в итоге как бы не нужны все равно. Просто сделайте, чтобы у вас было все ровненько. Здесь тоже, видите, треугольник неровный. Как бы здесь короче, здесь длиннее получается. Ну, когда вот я разрежу эти кисточки, все равно все надо будет подровнять. Потому что они в любом случае будут длиннее, чем эти, например. И это, я думаю, не принципиально. Намотка. Как вы наматываете? Каким способом. В интернете разные ролики по-разному их делают. Ну, я вот для себя решила, что мне так гораздо удобнее. В общем, намотала. Вот здесь вот развернулась и пошла мотать по вертикали. И вот так вот. Намотала я первый слой 20 ниток. У меня здесь 20 рядков.
как в интернете пишут, что нужно разделить, чтобы основа была одного цвета обязательно, и сам плед другого, чтобы потом при разрезании на помпоны не было неудобства высчитывать, что-то там выискивать. Вот сразу вот синенькую разрежу, беленькую оставлю. Вот здесь у меня 20 рядков белой нитки, голубой нити у меня здесь 30 рядов. В итоге получается 50 рядов, и на пересечении получается 100. Так, плед, когда я начала делать, разделилась для себя как бы на 3 части создания этого пледа. Наматывание нити на раму, плюс второй этап делать узелки на пересечении, и третий этап разрезания помпонов. Первый этап, я думаю, наверное, самый легкий, самый быстрый, потому что намотала нить я, наверное, часа за 3. Это как бы так прям быстро все норовится, и рука потом сама все это дело наматывает. Нигде тут не запутаешься, ни в чем не корябишься. Я все боялась, что я буду задевать за гвозди, поранюсь. Нет, все это легко и просто оказалось. Так, второй этап. Перевязывание вот этих пересечений узелками. Я смотрела ролики. В роликах каждый раз отрывают определенный там кусочек нитки и перевязывают одним узелком, вторым узелком. В общем, каждое пересечение перевязывается отдельной ниточкой. Я что-то так подумала, что я, наверное, не справлюсь с такой работой. Ну, справлюсь, но я так не хотела. И искала какой-то другой способ, более легкий, более удобный для меня. И наткнулась на ролик в интернете. Там мужчина создавал тоже плед из помпонов. Но как бы не из помпонов, а у него вот эти вот намотка была гораздо толще, по другой совсем технологии. Не вот так вот, как мы туда-сюда. У него вот отдельно он намотал эту часть, потом какие-то перекрещивания, ну, поищите, если захотите в интернете. И он там перевязывал после того, как сделал все. Не каждый раз, не каждое вот это пересечение ниточкой, а одной большой нитью он перевязывал вот так вот подряд туда-сюда, туда-сюда. У него был какой-то там челнок такой интересный. Намотал туда много-много нитки, и вот он пошел туда-сюда, туда-сюда. И мне кажется, это гораздо проще, удобнее и, по крайней мере, для меня более приемлемый вариант. И я решила, думаю, а почему бы и нет? Попробовать. Ну, не получится, будем делать второй плед. Что теперь? Нитка у меня все равно лежала. Как бы я купила для вязания, но очень тонкая, мне не понравилась. А для пледа очень даже такая, она пушистенькая, махрится. И я из нее буду делать плед. Вот я решила. И делаю я, перевязываю вот эти вот все пересечения, как вот этот мужчина. Сейчас вам покажу, как я это делаю. И посмотрите, может, вам тоже понравится так. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что это очень крепко. Но на деле я потом развяжу, все это разрежу и посмотрю, на самом деле, не будет ли мне разваливаться все. Если это, вот этот вариант очень, как бы, будет качественный, то, мне кажется, это просто находка для создания этих пледов, потому что это экономит кучу времени. Вот одной нитью перевязать вот так вот туда-сюда, туда-сюда, чем каждый раз что-то там. Ну, хотя это тоже вот... Я уже пальчик себе забинтовала, потому что все равно нить тонкая. Я перевязываю вот такой вот ниткой. Ниткой ирис я взяла в тон вот этого вот моего основания светленького. Потому что не хотелось, чтобы вот здесь все видно было. Хотя изначально я хотела разрезать вот так вот, чтобы мне с этой нитью вместе. А потом, когда вот здесь вот попробовала уже, вот эта ниточка, ее видно хорошо. И я решила, что надо будет все это потом убрать. И когда я буду распускать, то все это будет распускаться у меня без этой основной нитки перевязки. Ну, в общем, смотрите, как я делаю. Попрошу сейчас сына поснимать. Посмотрите. Перевернула я, потому что тут уже перевязано, а здесь еще удобнее. В общем, смотрите, одна нить. Взяла иголку, обычную вязальную иголку с большим ушком, пластмассовая, она такая, мне удобная, такой иголочкой. И вот на пересечение ввожу нить. Так, как мне тут сейчас сын снимает. В общем, вот так вытягиваем. Раз, два, перекручиваю. Также потом иголочкой раз, два, три, как мы делаем обычно при шитье, узелок на конце. И все это вот так вот дело затягивается. Иногда вот эта нитка не успевает подтянуться, уже узелок затянется, а нитка не успевает туда затянуться, она немножко болтается. Сейчас покажи. В
Вот так вот немножечко висит. Но узелок, по крайней мере, он есть уже. И вот то, что вот это вот висит, это совершенно не критично. Просто не успела добежать, пока вы затянули узелок. И потом с другой стороны точно так же берем, перекручиваем 2 раза, нитку вставляем и затягиваем узелок. Вот таким вот образом, мне кажется, прочно и быстро. Покажу еще раз. Ввожу иголку сюда, оттягиваю, 1, 2, чтобы вот здесь вот ниточки пересеклись. Ввожу ниточку в петлю, 3 раза прокручиваю и все это дело затягиваю. И с другой стороны, здесь мы перевязали, теперь вот так перевяжем. Также 1, 2, иголочкой 1, 2, 3 и затягиваем. Ну, смотрите, это же гораздо быстрее, чем я бы каждый этот отрывала, ниточку подмеряла побольше, поменьше, сколько там надо, чем я вот так вот одной нитью. Смотрите, видите, не успела я дернуть. Узелок завязался, а ниточка осталась. Ну, это совершенно не страшно. Это я потом все равно все буду обрезать. У него челночок такой удобный. Он привязывает на кончик там, и ничего у него лишнего не болтается. У меня болтается как бы 2 нити, получается. 1, 2, 3. Если не торопиться, конечно, то аккуратненько получится. Видите, раз и узелочек. И я вот сколько времени прошло, я сделала уже 3 перевязки. Сколько бы я сделала, если бы я перевязывала каждый раз отдельной ниточкой. Если это подойдет, если это будет прочно и качественно, то, мне кажется, для создания помпонов в этой технике, точнее пледа в этой технике, вот такое перевязывание, пересечение будет гораздо удобнее, чем перевязывание, пересечение отдельной нитью. Я потом его разрежу и проверю, все ли у меня качественно перевязалось. Если где-то вас что-то смущает, если вам кажется, что что-то где-то не подтянулось, но перевяжите и сделайте еще один узелочек. Так, вот в таком вот порядке. Ну, в общем, вот так. Перевязываю я вот так. И не удержалась, я еще разрезала немножечко помпушек вчера. Вот. Я думала, буду разрезать с ними. Не помню, говорила или нет. Ну вот убрала все. Вот так, мне кажется, гораздо аккуратнее все. Симпатичнее смотрится. И попробуем, посмотрим, когда я все разрежу, что получится. Вот эти вот нитки, это просто нити, как бы нитка кончается, и тут хвостики вот болтаются, когда начинаешь новую привязывать. Если вас смущает что-то, я вам еще раз говорю, если смущает, что где-то не дотянулось, не подтянулось, ну сделайте еще раз. С любой стороны подтяните ниточку, и будет вам узелочек. Ну, в общем, вот так. Разрежу потом на помпоны, проверю их на качество перевязки, все ли держится хорошо, и вам покажу. Все, всего хорошего. Радуйтесь солнышку последнему сентябрьскому. Всем удачи, не бойтесь, начинайте. Это кажется, что трудно. На самом деле трудно, но зато красиво. Всем пока, пока-пока. Всем привет. Сегодня я буду снимать продолжение, как я делаю плед из помпонов. Я наконец-то закончила перевязывать все пересечения. И уже на финишный прибой, ура! Осталось только убрать все вот эти лишние ниточки и разрезать все это на помпушки. Вот сейчас, кстати, я вот здесь и вот здесь вот на пересечениях как бы крайних укрепила нитку несколько раз. Перевязала не по 2, вот так. Не по 2 узелка сделала, а по 4. Это мне тут сын уже помогает, разрезает. Это все я буду убирать, чтобы у меня получился вот чистый вот такой вот, как сказать, узелочек. В общем, сейчас я все это дело уберу. Всю эту некрасоту начну разрезать на помпушки и вам покажу.
Вот я убрала все лишние ниточки. Вот здесь вот у меня беленькая. Это я когда перевязывала, ее немножко захватила. Как бы она должна быть вот здесь. Вот, а я ее поймала, иголкой не увидела, и она у меня вот захватилась. Ну, не страшно, я ее потом обрежу под самый корешочек. Ее будет не видно. Вот здесь вот, смотрите, я уже распушила немножечко. И разрезать помпоны, оказывается, совсем нелегкое дело, так же, как и перевязывать их. И я хочу, наверное, снять полотно с гвоздиков, потому что когда вот здесь вот разрезаешь вот эти помпушки, нить ослабляется, и их гораздо проще, они прям сами разъединяются, белая и голубая пряжа, и прям намного удобнее разрезать. Поэтому я, наверное, сейчас попробую все это дело снять с рамы и разрезать уже на коленях. Сейчас мне мой любимый оператор поможет, снимет, как я это делаю. Давай. Подожди, сразу снимай. Я и на паузу не поставила. Разрезать будем полностью и где-то вот здесь вот на серединочке. Яша. Вот так. Дочечка, подожди минуточку. Сейчас Яша снимает. Мы их полностью сейчас снимем с рамы. И мне кажется, на коленях, ну, во-первых, уже устала я стоять, это все делать. И, во-вторых, мне кажется, так будет проще. Ну вот, в принципе, вот такой вот. Вот такие вот получатся у меня кисточки. Потом, когда доделаю все, я все покажу вам. Забыла снять, я вот срезаю уже его. Забыла снять вам, как я разрезаю помпушки. Ну, может, как бы это все понятно, но раз уж делаю видеообзор и показываю, как я делаю. В общем, ищите. Вот одной рукой мне неудобно. Держи, пожалуйста. Отделяете голубой слой от белого и разрезаете где-то посерединочке аккуратненько. Со всех 4 сторон нужно обрезать. Вот неудобно, когда на раме вот это вот боком и всяко приходится. Что-то тут по одной ниточке. В общем, вот так. Вот я сняла плед с рамы. И вот что получилось. Посмотрите, какая пышка, ватрушка. Он такой классный, как зефирка. С этой стороны вот такой вот беленький. Кисточки такие вот большие получились. А с этой стороны вот такой вот. Мужчина, который научил меня делать вот эти вот, как сказать, пересечения, узелки, он не разрезал вот это вот на помпушке. Он оставил вот так. И так мне, кстати, тоже очень нравится. Но я уже начала развязывать. Ниточка откуда-то взялась. В общем, я уже начала на помпоны все это разрезать, поэтому у меня будет все же плед из помпонов, как изначально задумывалась. Ну и так вот мне вот тоже очень нравится. В следующий раз, если я вдруг решусь снова затеять такой пледик, я обязательно сделаю вот такой, не разрезая его. Можно даже сделать одноцветный, однотонный. Разрезать не нужно, поэтому смысла в 2 цветах как бы и нет. Вот такой плед у меня 1,80 м. Я, кстати, его не измеряла, сколько получился он после того, как он готов. Ну, в принципе, готов. Как бы тут уже ничего больше я вам показывать не буду. Я его разрежу на помпоны, и будет у меня пледик такой из помпушек. Кстати, хочу сказать, что узлы вот эти такие получились прямо жесткие. И вот так вот ручку, если ложить, то их очень чувствуется хорошо. А сам по себе, вот он такие не мяконькие, вот эти помпушки. Очень здоровское получилось такое одеялко, пледик, малышу в кроватку, например. Мои дети уже все и стискали, укрывались, закрывались, прятались. Очень всем понравилось. И мне, в принципе, тоже понравилось. И делать его, конечно, очень долго, и
трудоемко, но результат, когда знаешь, что получится в итоге, это очень мотивирует. Ну вот, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Кстати, это все крепко держится, не переживайте. Способ работает. Мне очень понравился. Ну, теперь все. Теперь уже точно все. Вот наша дачка. О, доски упали. Вот наша природа. Наша красота. Сентябрь радует в этом году. Просто чудесненько. Ну все. Я надеюсь, вам понравилось. И вы тоже решите сделать такую же красоту. Пока-пока.